И всем привет! Это наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». Это я, Эфирыч, и мой дружище Смарт Контрактыч, и заставка. Что такое P2P-площадка? Оно, как все очевидно, лежит на поверхности. Это peer-to-peer площадка, на которой люди... Два человека, Эфирыч и Смарт Контрактыч, могут поменять биточек. То есть это площадка, просто на которой люди могут проводить сделки напрямую между собой. При этом данная площадка будет просто выступать гарантом. А гарантом она выступает, потому что, например, Эфирыч хочет продать Смарт Контрактычу биточек, и он отправляет этот биточек на P2P платформу. P2P платформа этот биточек хеджирует. Я ему отправляю фиатную денежку, и P2P платформа отправляет мне биточек. В данном случае платформа выступает гарантом того, что у одной стороны сделки действительно есть актив, который он хочет продать, а у другой стороны сделки действительно есть актив или валюта, за которую она хочет этот актив приобрести. Тут все предельно просто. Какую здесь можно провести аналогию с миром вообще цифровых технологий? Ну, это, наверное, BitTorrent и P2P передача файлов. То есть есть некий регистр, просто торрент-трекер, в котором постят файлы, ссылки на эти файлы, а впоследствии просто есть пользователи, которые хранят эти файлы на своих компьютерах и могут потом напрямую подключаться к другим людям, которые хотят скачать эти файлы, и просто напрямую, устанавливая канал связи друг между другом, передавать этот файл. Вот то же самое, собственно, только в разрезе денег и финансов. Кто использует P2P-площадки? Кто люди, конечно же, используют P2P-площадки. Те люди, которые хотят обменяться активами, те люди, которые видят какую-то вилку дополнительную для заработка, или те люди, которые хотят напрямую купить или продать и использовать вот эту вот выгоду для себя. Можно, наверное, это все условно разделить примерно на два типа пользователей, хотя, наверное, есть больше, но первый, самый основной, это просто обычный пользователь, который занимается торговлей криптовалютными активами. В какой-то момент он наторговал свое портфолио, он хочет вывести эти деньги, но здесь есть несколько нюансов. Нету там, возможно, хорошего курса на вывод, там, напрямую на банковскую карточку на бирже, либо есть какие-то, возможно, ограничения на работу его в регионе, да. Ну, поэтому он идет просто на P2P платформу, на которой он просто может разместить лот «хочу продать биткоин». А находится какой-то другой дружаня в этой стране, который хочет его купить. Вот и все. И они друг друга находят. Тот тому биткоин, тот тому гривну, допустим, тугрики, рублик, либо тенге, кому что больше по кайфу. Вот. И, собственно, происходит сделка. Поехали дальше. Какие очевидные преимущества P2P? Ну, из очевидных преимуществ мы бы выделили безопасность. Если вы проводите сделку с незнакомым человеком в телеграм-чатике, то вероятность того, что он вас скоманет, гораздо больше. Поэтому P2P-площадка в данной ситуации выступает гарантом. Она является эдакой OLX-доставкой, которая позволяет вам получить свои криптоактивы безопасно и без лишних нервов. Плюс нужно учитывать, что все сделки, которые проходят на P2P, это также можно назвать OTC-сделками, сделками, которые происходят вне биржевого стакана. И, как правило, они происходят по фиксированному курсу при реализации объема. Потому что если вы... Я не знаю, насколько здесь корректное, наверное, такое сравнение, но если вы приходите и хотите просто, допустим, продать свой биткоин на централизованной бирже, у которой есть стакан, то если вы реализовываете большой объем, ваш объем может реализоваться не по одной цене, потому что там полбитка будет, допустим, по некой цене X, потом цена за счет того, что вы поставили ордер на продажу, она опустится, и итого в сухом остатке за один свой биткоин вы получите меньшее количество того актива, на который вы меняли, нежели чем если бы вы меняли так как там, собственно, фиксированный курс на сделку. Вот такая вот история. Да. Где применяются P2P-площадки?
У каждой практически централизованной биржи есть своя P2P-площадка. В частности, у WhiteBit это Bitcoin Global, других бирж это там другие площадки. Вот. Одной из самых первых известных P2P-площадок была площадка Local Bitcoins, но, к сожалению, на сегодняшний день она уже утухает, так как люди стали больше менять не биткоин на фиатные деньги в связи с волатильностью, а стали больше менять USDT. Ну да, и, собственно, это выступало таким катализатором для вообще, в принципе, развития там криптовалютной торговли в регионе, потому что если вы работаете все равно с биржей, то биржа все равно каким-то образом регулируется, есть сложности в том, чтобы завести эти деньги на биржу, на той же бирже вы там палите свою личность, свою identity. К вам потом могут быть вопросы от тех же налоговиков, потому что они будут иметь данные, истории сделок на вашем аккаунте. Ну и, конечно же, у вас могут быть сложности при выводе прямом, допустим, через wire transfer, через банковский перевод на карточку. Local Bitcoins, либо вообще P2P-площадки позволяют делать все гораздо проще. Есть человек, кто хочет купить, есть человек, кто хочет продать. Это не встречаются. Законнектились и побежали. Да. Каждый своей дорогой. Вопросик. Какие есть риски? На P2P-площадке, скорее всего, самый большой риск – это попасть в так называемый треугольник. Есть человек, который продает, есть человек, который покупает, есть человек, которого обманывают. Реальный человек думает, что он платит за товар, отправляет криптовалютному трейдеру денежку, а мошенник получает крипту. И вот таким образом у нас появляется треугольник. Дабы избежать треугольников на P2P-площадке, нужно просить у людей хотя бы малейшую верификацию, чтобы они делали перевод с либо айдишником сделки, либо просить у них верификацию карты, чтобы они сфотографировали на фоне заявки свою карту. Вот. Какие-то минимальные требования к безопасности. Либо же, если P2P-площадка подразумевает под собой, что там есть возможность торговать как с KYC, так и без KYC, то стараться работать с юзерами, у которых есть KYC, потому что потом можно будет подать апелляцию и выиграть эту апелляцию в случае каких-либо трудностей. Да, то есть стоит сказать, что просто что такое KYC? Know your customer, знай своего клиента. По сути, это верификация на платформе. Иногда на платформах можно торговать без верификации. В таком случае непонятно, кому выставлять. Больше рисков. Да, больше рисков, непонятно, кому выставлять вообще потом требования. Какие-либо претензии. А если есть KYC, то это уже переходит в разрез того, что отношения одного физлица с другим физлицом, но они оба известны. И это делает жизнь гораздо проще, в случае чего. Могут быть дропы, могут быть подставные какие-то там лица, поэтому всегда перестраховывайтесь и всегда будьте аккуратны, да. И еще, кстати, стоит, наверное, сказать о распространенной штуке на одной небезызвестной платформе, да, P2P-шной, где больше присутствует социальная инженерия. Тогда, когда люди начинают связываться, там есть, скажем, покупатель, есть продавец, они связываются через чат, тот, кто продает, начинает всячески убеждать покупателя в том, что ему нужно там принять, скажем так, сделку. Это уже все касается больше такой социальной инженерии. Либо предлагают перевести сделку, например, в тот же Telegram, говорить тут, например, на P2P-площадке есть комиссия, давай в Телеграме сами без комиссии, ты видишь мой ник, ты тут видишь меня, и, соответственно, начинают выманивать жертву, так называемую, в свое поле игры. Пытаться произвести мошеннические действия, потому что если сделку вы проведете в Телеграме без какого-либо escrow, никто ваши права отстаивать не будет. Вы захотели сэкономить и могли сэкономить на все бабки, как говорится. Да, сделка ничем не регулируется, и, по сути, с точки зрения законодательства, вы просто взяли и добровольно отправили свои деньги к некой личности. Поэтому претензии в данном случае выставлять некому. Вот так вот. Hello. Как заработать на P2P-площадках? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Заработать зачастую можно, потому что образовывается некий курс между биржей и P2P-площадкой, потому что у биржи есть стандартные комиссии за ввод и вывод фиатных средств. Соответственно, когда мы идем на P2P-площадку, там никто никаких комиссий не платит, за исключением, возможно, комиссии за ордер, которая зачастую составляет порядка 0,1%, в отличие от комиссии за пополнение фиата, в среднем, которые варьируются порядка 2-3%. Вот это как раз-таки дополнительный заработок, который могут заработать P2P-трейдеры, потому что они
обмениваются напрямую, то есть с одних банковских реквизитов или платежных систем на другие. Соответственно, комиссии никому не платят. И, исходя из этого, образуется вот эта вот небольшая дельта, которая при достаточно больших оборотах является лакомым куском. Иными словами, у вас есть криптовалютный актив, вы его, допустим, продали за тезер, вы хотите вывести этот тезер. Комиссия за вывод самой биржи, как было сказано, уже может быть в районе 2-3%. Но можно пойти на P2P и через тот же P2P вывести свои средства с уже как бы гораздо меньшим процентом. То есть это вот первое направление. Ну, наверное, второе направление — это просто арбитраж, скажем так. Так как это все тоже рынок, где-то на рынке появляется предложение там, как у некого актива по хорошей цене, по некому дискаунту, вы точно так же его берете и просто реализовываете там на P2P-площадке, как на любом другом. На P2P-площадке биточек купили, перекинули на биржу и продали. Соответственно, если возникла вилка, зазор, то, соответственно, вы заработали. Не возникло, значит, не заработали. Есть локальные рынки, есть локальные валюты, и, соответственно, это создает возможность для такого же арбитража, скажем, с общим мировым рынком и с локальным рынком, на котором условия могут быть гораздо более привлекательные, Как, например, в Нигерии. В Нигерии всегда, когда ты хочешь купить криптовалюту, ты за нее доплачиваешь порядка 10%. Когда ты хочешь продать криптовалюту, ты продаешь ее 1 к 1 по рынку. Плюс очень много локальных валют, которые очень нестабильные и волатильные, да, которые за день могут сделать плюс 5% роста, очень большая инфляция. Из-за этого очень много людей в таких странах хотят отдать фиатную валюту, получить криптовалюту, потому что это некоторая стабильность, если мы там говорим о том же USDT. Спрос превышает предложение, образуется достаточно большой уровень доплаты, и те люди, которые находят круги, как оборачивать эти средства, гораздо более выгодно, они зарабатывают на этом неплохие деньги. Вопросик. Назовите недостатки P2P площадок. Наверное, одним из недостатков P2P-площадок является то, что, скорее всего, когда ты стоишь на P2P-площадке на продажу биткоина, тебе гораздо более трудно хеджировать свои риски. Давайте представим такой кейс. Сегодня у нас цена $40 000 за 1 биткоин. Если мы завели его на P2P-площадку, открыли ордер на продажу, то есть мы продаем биткоины за карточную гривну, допустим. Поставили свой ордер, и, например, завтра цена стала 42 000. Все круто, все классно, мы с вами в плюсе. Но если цена послезавтра станет $38 000 за 1 биткоин, то, соответственно, мы с вами в минусе. И вот на P2P-площадках как раз-таки вот это вот отсутствие возможности хеджировать свои риски, это является минусом. То есть если оборачиваемость актива на P2P-площадке не слишком большая, у вас есть риск попасть на курсовые издержки. Вот это, наверное, один из больших минусов P2P-площадок. И тут, наверное, еще стоит добавить, то, что все равно на P2P-площадках есть, скажем так, большое поле для маневров с точки зрения скамеров, и если ты будешь невнимателен и не будешь, скажем так, дотошно знать, во-первых, сам процесс того, как должна проходить сделка, либо там какие-то нюансы по финансовому законодательству, ты можешь попасть. Плюс, наверное, стоит еще упомянуть то, что это все равно, скажем так, некая пока что серая зона, и к вам может докопаться там финансовый мониторинг или какие-то подобные надзорные органы, и они будут вам как бы компасировать мозги. Дальше уже все индивидуально, как вы будете это решать, но такая вероятность есть, и об этом тоже нужно помнить, так как законодательство, к сожалению, касаемо криптовалют пока еще не идеальное, и не все кейсы в нем прописаны, проработаны. Проработаны и прописаны по-нормальному, поэтому такой риск точно так же имеется. Поэтому P2P-площадка хоть и выступает гарантом, но все равно расслабляться никогда не стоит, потому что как только вы расслабитесь, найдется тот, кто захочет завладеть вашими средствами. Да, по какой-нибудь хитрой или не очень сильной. Я Оль. Нужно ли разбираться в техническом анализе, чтобы получать прибыль на P2P? Неоднозначный вопрос на самом деле. Если мы говорим про технический анализ, и если его использовать для того, чтобы ты завел на P2P, стал на продажу актива, ты его заморозил, потом ты понимаешь, что рынок сейчас пойдет вниз, ты его будешь перегонять на биржу, дабы зашортить, выйти в USDT, если мы говорим про биткоин. Если ты понимаешь, что движение цены будет слишком большое, которое покроет тебе издержки на комиссии, тогда
возможно, имеет смысл. Если подойти немного без ума и по любому дуновению ветра гонять туда-сюда деньги, то как бы это не имеет никакого смысла, поэтому очень относительно, и все зависит от объемов. Ну да, и в данном конкретном случае теханализ, наверное, просто вам нужен, если нужен, для того, чтобы понимать вообще, в принципе, тренд на рынке, и что будет происходить дальше, и по какой цене вам когда продавать свой актив. Едем дальше. Идем дальше. Вопросик. Назовите примеры P2P площадок. Ну, в частности, мы уже говорили про Bitcoin Global от WhiteBit, про Local Bitcoins. Также есть у нас такие P2P-площадки, как Paxful, Garantex и так далее. Какие-нибудь клоны Local Bitcoins, как EOS Local, но я не знаю, как у них сейчас дела, мне кажется, что это не очень. Но такие тоже существовали. Скажем так, есть еще огромное множество площадок, которые подражатели, в принципе, Local Bitcoins, но они менее удачливы. Также практически у всех популярных централизованных бирж есть свои P2P-площадки. Так как это просто еще один способ создания вторичного рынка вокруг своей инфраструктуры. Дополнительная инфраструктура, которая позволяет пользователям заводить на централизованную биржу фиатные средства и выводить с нее фиатные средства, тем самым позволяет бирже увеличивать объем торгов, объем клиентской базы Ликвидность. и объем ликвидности, которая торгуется в целом на бирже. Увеличивать как для компании свою капитализацию дополнительно. Ну, то есть можно сказать, что P2P-платформа — это такой стандартный элемент инфраструктуры, которая должна быть у любой маломальски крупной криптовалютной биржи. Алло. Какое будущее ждет P2P площадки? Ну, за последний год P2P-площадки достаточно серьезно выросли. И в связи с этим в целом рынок криптовалюты, он растет, несмотря на то, что иногда бывают коррекции, да, но в целом рынок растет и пользовательская база растет, поэтому если мы сравним отчасти P2P-площадки, назовем условно биржа централизованная, в привычном нашем понимании это город, то P2P-площадка — это, по сути, общественный транспорт, который позволяет людям фиатные активы переводить в криптоактивы и обратно. Вот, соответственно, рост P2P-площадок с ростом рынка и клиентской базы рынка в целом, он как бы неизбежен, да, то есть все биржи стараются больше упростить для пользователя депозиты и выводы, но есть все равно определенные географии, такие как Латинская Америка, такие как африканские географии, которые там, где банковская система даже не очень хорошо построена, и там, где у людей есть жесткое недоверие к той же банковской системе. Поэтому в таких регионах P2P-площадки развиваются очень стремительно и делают иксы с точки зрения клиентской базы и объемов торгов. Потому что это является хорошей альтернативой не идеальной, нестабильной финансовой системы, которая находится в этих странах. Вот. И опять-таки, как заметил мой коллега, о том, что по мере роста и адаптации криптовалют будет появляться большее количество людей, которые захочут вводить и выводить свои активы. Соответственно, с этого будет расти и количество пользователей, и ликвидность на P2P-площадках. Ну и, наверное, мы будем обрастать здесь же законодательством, правильно? То есть это все равно рано или поздно должно сформироваться, скажем так. Да, и начать регулироваться. Да, и это будет тоже замечательно, что позволит, скажем так, хлынуть туда большему количеству денег, особенно белых и каких-то институциональных денег. Мы надеемся на это. Алло. Как создать собственную P2P-платформу? Ну как и любое, взять и написать, правильно? Взять и написать код, купить себе сервер, доменное имя, одно к другому привязать, сделать соцсети, ну и полететь. Очень утрированно. Да, очень утрированно, скажем так. Не сказать, что это легко, но сделать это можно. Берем несколько составов с деньгами, берем кучу программистов, вот, и начинаем делать свою P2P-площадку. А потом, после того, как мы ее делаем, нам еще нужно заполнить ордерами и людьми, которые захотят торговать на твоей площадке и приносить туда ликвидность. Собственно, и все. Что из этого сложнее? Наверное, сложнее все-таки делать маркетинг и привести живую аудиторию ликвидность на свою платформу, нежели чем сделать еще одну P2P-платформу, скажем так. Алло. Можно ли автоматизировать торговлю на P2P площадках?
Да, в целом практически у всех P2P-площадок есть свой API, под которого можно написать робота и связать его, например, с мобильным банкингом или с другими платежными системами и, соответственно, более-менее автоматизировать P2P-торговлю. То есть, соответственно, при, условно говоря, положительном ответе о том, что средства захеджированы, система автоматически выплачивает средства пользователю, да, допустим, фиатные, и переводит вам криптовалюту. Ну и в обратную сторону, то есть когда автоматически есть реквизиты, пользователь с определенным примечанием отправляет вам средства вы эти получаете, соответственно, по API идет callback и отпускается клиенту криптовалюта. Поэтому торговлю на P2P-площадках можно автоматизировать. Ну и в данном конкретном случае она, наверное, еще срастается с сервисом криптовалютных обменников. Тоже они работают, скажем так, в связке. Да, совершенно верно. И это был я, Эфирыч. И это был я, Smart Contractыч. Это был наш новый выпуск нашей непостоянной рубрики «Крипта не для чайников». Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик и до новых встреч, друзья, Пока-пока. не чайники.